Привет, ребята! Продолжаю работу над своим фрезерным модулем для циркулярного станка. В первой части я показал, как делал тумбу для фрезера. Сегодня я покажу вам, как изготовил фасады для выдвижных ящиков, изготовил для них ручки и установил столешницу. Щиты для фасадов я склеил за кадром. Фасады для вертикальных ящиков будут выполнены из массива ясеня, а для нижнего ящика из ясеня с дубовой вставкой. Пилю заготовки в размер и делаю декоративные скосы под 45 градусов. Фиксирую фасады на ящиках и сверлю отверстия под саморезы. Один саморез будет фиксировать сам фасад, а два других – деревянную ручку. В качестве столешницы я решил использовать лист старой ламинированной фанеры от самодельного станка. Это решение временное, так как фанера с временем деформировалась и не имеет идеальной геометрии. В дальнейшем я планирую заменить ее мебельной столешницей. Для фиксации брусков одного слоя самоклейки оказалось недостаточно. Пришлось клеить ленту на сами бруски для надежной фиксации. На фанере уже была выемка под циркулярную пилу. Я отфрезеровал этот участок дополнительно по глубине и немного расширил по размерам фрезерной плиты. Прикрутил столешницу к тумбе латунными шурупами после предварительного засверливания. Моя фирменная зенковка снова меня выручила. Для регулировки фрезерной пластины закрутил обычные саморезы. В новой столешнице регулировка будет уже на винтах.
Вкручивая и выкручивая саморезы, добиваюсь нужного результата. Остатки двустороннего скотча легко удаляются white спиритом. Теперь несколько слов о самом фрезерном лифте. Этот фрезерный лифт я покупал еще перед Новым годом на AliExpress. Успел немного им попользоваться до установки его в стол. И хочу сказать, что не жалею о сделанной покупке. Этот механизм предназначен для крепления в нем больших погружных фрезеров. На Али есть два типа фрезерных лифтов. Одни для кромочных фрезеров, они дешевле, а другие для погружных. Именно такой я и купил, так как у меня уже был погружной фрезер Bosch POF 1200, работающий в самодельном фрезерном столе. Конструкция лифта весьма качественная. Все детали выполнены из металла. Хорошая фрезеровка, все сделано крепко и надежно. Для установки фрезера предусмотрена специальная пластина с различными отверстиями. Отверстия позволяют устанавливать большинство погружных фрезеров. В случае чего можно и свои отверстия добавить. Единственное, что вызывает у меня сомнения, это привод лифта с зубчатым ремнем. Если ремень порвется, придется искать ему замену где-то на автомобильном рынке. Прямой привод на винт был бы намного надежнее. Если кому-то такой лифт понравился, то ссылку на продавца я оставлю в описании к этому ролику. Теперь пришло время испытать в работе мой новый фрезерный модуль. Буду делать ручки для выдвижных ящиков из дубовой рейки. Для изготовления ручек для ящиков я использовал две фрезы. Первая – галтельная полусферическая фреза диаметром 16 мм. Вторая – фасонная радиусная фреза с радиусом 6 мм. Для шлифовки внутреннего радиуса я использовал рукоять от старого деревянного рубанка. Хорошо, что не выкинул за ненадобностью. Вот такой интересный профиль у меня получился для моих деревянных ручек. Ничего не напоминает? Прикручиваю ручки к фасадам ящиков и покрываю фасады маслом. Мне осталось лишь изготовить для моего фрезерного модуля параллельный упор, но об этом уже в другом видео.